Всем привет! Кого давно не видел, вы на канале Team Spirit. Сегодня я записываю гайд на Медузу. Ну что ж, начнем. Основное, что надо знать. Мана Медузы — это ее хп. Никого не удивил, наверное. Что надо понимать? Нужно закупаться на шмотки либо на Damage, на инту или на Overall статы. Такие шмотки, как Skadi Bloodthorn, лучшие шмотки. Как стоять линию на Медузе? До третьего левела желательно стоять пассивно, потому что у вас очень мало ресов, вас могут сильно пробить, у вас не будет маны на змейку, вы уедете очень быстро с линии. До третьего левела стараемся кидать змею в рейнджа плюс врага и стоять плюс-минус пассивно, не пытаться врагов убить. И после третьего левела уже можете сильно агрессировать, потому что мана не будет заканчиваться почти, и вы сможете спокойно выигрывать линию за счет пассивного хараса от змеи. Стартовый билд — это либо цирклетка, 3 ветки, стик, либо сейджмаска, стик, 3 ветки, 2 ветки манго. Если у вас саппорт, который сильно зависит от маны, типа Crystal Maiden, Рубик, Леон, ну то есть манозависящие сапы, то лучше купить базилку, и вы будете помогать и себе, и саппорту. Билд плюс-минус каждую игру одинаковый. В некоторых ситуациях он может отличаться, но плюс-минус он одинаковый. Это манта, бабочка почти всегда, потом уже вы покупаете шмотки по ситуации. Бабочка, потому что это единственная шмотка за свои деньги, которая может дать максимальный ДПС вам. Ни одна шмотка в доте больше не даст. Вы покупаете манту, бабочку, потом смотрите, можете купить МКБ, можете купить БКБ, Сильвер, Дейдалус. В большинстве моих игр я собираю манту, бабочку, потом Сильвер, Дейдалус и БКБ. Возможно, Скади. В большинстве случаев Сильвер нужен для того, чтобы бегать по карте, потому что герой очень немобильный, у него 275 старт МС. По игре ваш объектив — это плюс-минус купить манту, бабочку, плюс шмотку, либо Кристаллис, либо Сильвер, и забрать Рошана. С Рошаном вы можете просто идти по вышкам, заходить во вражеские зоны и, в принципе, так и играть. Еще есть билд нестандартный через манта, Скади, Аганим. Этот билд нужен в некоторых матчапах. То есть, если против вас какой-то рейндж-кор, который спамит, например, против Луны, это хороший билд, потому что вы покупаете шард, она кидает в вас бим, в нее летит змея, она каменеет, и, в принципе, под эту змею можно ее и убить. Против кого хороша Медуза в нынешнем патче? Она неплоха против Луны, против Герокоптера, против СФ. Всех этих коров она убивает на равном нетворсе. Против каких троек она хороша? Против Дума это один из лучших героев. Против Тимбера она хороша, против Шейкера она хороша, если он появляется, против Слардара. Против Бристлбека это лучший герой, потому что ваш щит нивелирует все резисты, и урон, по сути, вы получаете чистый. То есть, учитывая то, что Бристлбек в основном силен на линии за счет минус армора на вашего героя не работает. На него работает только incoming damage. Поэтому все герои, которые понижают ваш армор, в принципе, они бесполезны. И вы покупаете апнутый стик, и против него очень легко стоять на линии. Герои, которые хороши против Медузы, это в первую очередь Элдер Титан. Против него очень тяжело победить, потому что вы не просыпаетесь под стомпом. Даже если вам нанесли 5000 урона, вы, скорее всего, не проснетесь. И вас могут просто убить. Неплох Дарксир. Не сказать, что невозможно играть. Против всех остальных, по сути, можно любыми билдами как-то выкарабкаться из ситуации. Против Морфа может быть тяжело, может быть легко, зависит от темпа. Против Марса еще неприятно играть, но там уже как игра идет. То есть на линии он вам ничего не делает, но по игре могут возникнуть проблемы за счет арены, за счет того, что у него хороший контроль на вас, и вы его не дамажите, когда у него появляется БКБ, Сильвер не работает, и вам становится тяжело. Против антимага может быть тяжело, против дровки может быть тяжело. Это хорошие герои против Дузы. На всех мидеров плюс-минус вам все равно. Могу отметить только инвокера. Он неплох в начале игры, но потом с шардом
с мантой, с каким-то скади или БКБ, вам становится параллельно на него. Вы больше восстановите маны со змеи, которая отлетит от колдснэпа, нежели он забернет вам ЕМП на какой-то минуте 25-30. В принципе, Медуза сейчас очень хорошо себя чувствует в данной мете. Против антимага стоит покупать линку, потому что ему сейчас нечем сбивать из-за того, что новая Аганим. Линку, Сильвер, да и Далус. Примерно такой у вас билд. Можно купить бабочку, можно не покупать, зависит от темпа игры. Если так получилось, что вы ошиблись где-то, или у врагов очень хорошая линия, и вас убили 1-2 раза на линии, можно не отчаиваться и просто уйти в лес. С 5-го левела вы очень быстро фармите за счет змеи. Вы, скорее всего, будете иметь либо равный, либо больше нетворс, чем у врага, который вас выиграл на линии. По поводу раскачки, всегда нужно максить змею. На 7-м она должна быть в 4. Потом качать первый спелл, на 10-м талант на змею. И третий спелл мы оставляем в 1, который берем на 2-м левеле, и качаем плюсы. Ульту берем на 11-м. Можно по ситуации, но в большинстве игр вас и так не убьют. И я ее беру на 11-м. Потом качаем плюсы. По поводу талантов, на 10-м, как я и говорил, на змею берем. На 15-м на минус 8% урона от сплитшота. На 20-м берем время Стоунгейза, потому что враг замерзает дважды. И на 25-м берем все орб-эффекты от первого спала. Насколько я чувствую, что змея летит так, как вы находитесь в данном положении не в момент выброса змеи, а в момент того, когда она долетела до первого таргета и где вы сейчас находитесь. Либо она летит через врагов, либо она летит в первый таргет, и потом, если сзади есть юниты, она отскакивает. Я сам не до конца понимаю, как это работает, потому что механика достаточно странная, старая и для меня непонятная. Надо считать юнитов, это во-первых, когда вы кидаете. Там, насколько я помню, там 3, 4, 5, 6 юнитов. Вот, за счет этого надо просто считать, сколько юнитов, например, на 3-м левеле вы можете кинуть в пачку милишников. Если враг ранж, она всегда отлетит в него, либо в крипа. Но еще надо знать, что на 3-м левеле, если вы кидаете в пачку крипов, надо дать 1000 по рейнджевику, либо его задонает, что будет неприятно. Короче, змею пытаемся кидать так, чтобы последний таргет зацепил врага, но если так не получается, можно просто в него кидать с 3-го левела, потому что, ну, плюс-минус вы потеряете 10-15 маны, это не так сильно, но зато вы захарасите врага. Сейчас перейдем к наглядному пониманию линии. Вот, буду смотреть свою линию. Так, ну тут я закупился на фаст нулик, потому что я стою с клокверком, ему мана по сути не нужна. Играю против Дарксира. В принципе, против Дарксира вы фрифармите на Медузе, но начинаются проблемы потом. Я решил эту проблему с помощью покупки Дагона. В принципе, я думаю, это неплохая шмотка на Медузе, плюс вы всегда убиваете иллюзию, что самое важное, по сути, против Дарксира. Вот. Если у вас есть возможность, покупайте Дагон против Дарксира. Даже не обязательно его максить, можете купить первый, и этого будет достаточно. Вот. Я его замаксил, потому что у меня слишком хорошая линия была, и по итогу у меня все зашибись было в этой игре. В принципе, линию я стою так, что я впушиваю ее против Дарксира. Дарксир этого не любит. Он хочет запушить сам вейв, зайти за тавер и так примерно и играть. Вот. Я линию чуть скипнул, тут фрилейн для меня. Вот он запушил за счет глифа. Мы его убиваем. Тут игра, по сути, будет достаточно простая, как и любая на Медузе. Если вы играете с хорошей командой, герой такой, не слабый. Я запушил пачку на 8-й, у меня змея в 4, пошел зафармил кемпы, в итоге у меня все очень хорошо по нетворсу. Иногда можно жертвовать пачкой крипов за 2 спота. Здесь я купил Яшу, я понял, что Клок может спокойно стоять один, его не выгнать. И я купил Яшу и полетел зафармил Эншт. Что, в принципе, намного лучше, чем стоять линию, если вы можете фармить Эншт. Вот, в принципе, фармлю тройку, выхожу в мид, фармлю мид. В принципе, так и играю. Здесь мы гораздо сильнее, я решил зайти в вражескую тройку, профармить ее. Нетворс у меня хороший, прийти убить кому-то очень тяжело. Из-за этого я уже здесь, уже в файте, отзониваю врагов
Заднюю землю от файта, из-за этого убиваем Дарксира. Просто бегаем, убиваем всех. Вот, не забываю фармить троечку. В принципе, на такой медузе, за счет того, что вас очень тяжело убить, вы можете заходить очень далеко, на все споты в доте. И если вдруг на вас нападут, ну, вы должны оценивать свои силы, конечно. В большинстве случаев, если у вас оверфарм, вас не убить даже 5 героями, вы просто нажмете ульт и убежите. Вот тайминг хороший, бабочки на 16-й. Просто иду по вышкам, попутно фармлю лес весь, не забываю фармить. Тут меня зареколили, я ТП нажал, я не помню. Вот сейчас меня зареколили. Файт плохой. Здесь я умру, по-моему. Ну, потому что у меня нет догона. И меня почти убила моя иллюзия. Тут я задержался, допустил ошибку и сдох. Вот. Здесь я буду фармить, по-моему, до догона. И с догоном пойду убью Рошана, насколько я помню. Забрали Рошана как раз-таки. Тэпаюсь обратно в бот. Команда сильная и без меня справляются, но не всегда. Сейчас мы стакнемся все вместе, и я зайду на хп. Вот, нажали стенку. Убил за счет 5-го догона Бладсикера. Нажали стенку, убил иллюзию. Все, зашибись. Котл дает ману. Котл, в принципе, один из лучших героев под медузу. Котл и Леон. Просто ману дают, ты неуязвим, можешь просто бегать. Еще под котла можно брать Аганим, но если бы не Дарксир, скорее всего, я бы взял Аганим. Но против Дарксира нужно как-то справляться с иллюзией, или иллюзия будет убивать всю твою тему. Вот, убил иллюзию опять, и у врагов уже не особо есть шанс подраться против нас. Игра такая достаточно простая, ну и все, в принципе. Покупайте догон против Дарксира, агрессируйте, если вы можете, не агрессируйте, если не можете. Сами думайте, когда можете, когда нет. Вот и все, наверное. Это весь гайд на медузу. Подписывайтесь на канал Team Spirit, покупайте манго, если вы саппорт с медузой на линии. Всего вам хорошего.